Привет, солнышко! Я очень рада видеть тебя на своем канале. Помните видео, где я вам рассказывала про удивительные вещи в Тока Бока? Так вот, оно вам настолько понравилось, что я решила снять вторую часть. Я очень долго для вас искала разные фишки, секреты, лайфхаки, удивительные вещи, просто вещи, которые никто не замечает в Тока Бока, для того, чтобы все это показать вам в сегодняшнем видео. И я уверена на 100%, что хотя бы одну вещь из этого видео вы точно не знали. Потому что я старалась найти то, что мало известно. Ладно, хватит болтовни, надеюсь, что я смогла вас заинтриговать. А если это так, то обязательно досматривайте видео до конца. Ну что ж, заваривайте чаек, приготавливайте вкусняшки, но мы начинаем. Первое, что я хочу вам показать, это то, что в жутком доме есть вот такие старинные часы. Они показывают обычное время, но если сделать ночь, то они пойдут в обратную сторону. Лично я этого даже не замечала, а вы? Кстати, на втором этаже этого дома тоже есть вот такие часы с котиком, и они также будут идти в обратную сторону, если сделать ночь. Кстати, вот еще одна секретка с часами. Давайте зайдем в креатор и достанем вот такие часы из новогоднего набора. Знаете, что будет, если нажать на верхнюю дверцу? Да, отсюда выйдет кукушка, представляете? Очень классная секретка, но единственный минус в том, что сюда невозможно нажать на маленьком телефоне. В локации университет в шкафу есть вот такие колбочки. И с ними можно на минуту стать химиком, ведь если налить их в эту горелку, то будут происходить разные химические реакции. Например, розовый будет взрываться, желтый испаряться, а голубой превращаться в дым. Кстати, их все можно смешать в другой колбочке, чтобы получить новые химические реакции. Обязательно попробуйте. В одном из зимних домиков можно найти девочку-блогера. У нее тут разное оборудование для съемок, а в экране компьютера можно увидеть, как она монтирует какое-то видео. И я с уверенностью могу сказать, что она его выложила, ведь в локации общежития можно найти вот такой компьютер. И если полистать, то мы сможем зайти на канал этой девочки. Здесь мы можем заметить то, что она выложила видео, которое монтировала у себя на компьютере. В локации зоомагазин есть вот такой вот город с питомцами. Здесь живут все: котики, собачки, черепахи, ленивцы, ну и так далее. Но вы знали, что тут есть вот такое солнышко, на которое можно нажать и превратить этот город в ночной? Можно еще выключить свет в аквариуме, и, кстати, вот эти маленькие фонарики тоже выключаются. И домики в аквариуме также можно открыть. А вы знали, что в бесплатном магазине за корзинками находятся надписи и объявления? И в одном из таких объявлений нарисован грабитель. Но не волнуйтесь, его уже давно поймали. И доказательством тому является локация полицейский участок, за решеткой которой и сидит тот самый грабитель. Ну посмотрите, у него точно такое же лицо. Идем в локацию современный особняк на второй этаж. А вы знали, что в последней комнате в этом особняке можно поставить на подоконник все, что угодно? Растения, тренажеры, диваны, кресла, даже шкаф можно поставить, чтобы складывать вещи. Ну или можно поставить кровать, чтобы спать на подоконнике. И, кстати, сюда даже просто можно посадить своего персонажа. В Токе есть несколько предметов, которые можно поставить на голову персонажу, и вот этот конус один из них. И если вы хотите себе самую модную шляпу, то приходите на бесплатный рынок, где сможете забрать вот такой вот конус. Еще одна такая шикарная шляпа находится в киностудии. Кстати, на голову себе можно ставить не только предметы, но еще и вот эту змею из бесплатного магазина. Причем одевать ее можно не только персонажам, но еще и животным. В общем, Тока не перестает удивлять. В локации аркада есть один автомат с предсказанием. И можно заметить, что этот автомат не подключен в розетку, но при этом все равно работает. И насколько я знаю, это отсылка к фильму «Большой», там, где автомат работал без электричества. Очень интересную, конечно, пасхалку разработчики придумали. А вы знали, что на вот этот детский домик из креатора можно садиться? Я играю в Току уже несколько лет, но почему-то узнала об этом только недавно. Кстати, вот вам еще один лайфхак с этим домиком. Если вы вдруг принесли домой предмет, который нельзя выбросить, то не отчаивайтесь, можно взять этот домик, поставить туда предмет, который вы притащили, и выбросить вместе с ним. А вы знали, что если взять миксер из креатора и уронить его в воду, то он сломается? Никакие приборы больше не ломаются, если их бросать в воду, кроме этого миксера. Помните, в прошлом видео я нашла котика с объявлением? Так вот, рядом с ним висит еще одно объявление с собачкой. Если приглядеться, то можно увидеть то, что за нее дают 5000 токенов. И да, я тоже нашла эту собачку, она находится на этой же локации за кустиками. Смотрите, прям один в один, как на фото. А еще объявление есть в локации кемпинг. Тут висит объявление с пумой и с собачкой. Ну, первое объявление, скорее всего, не о пропаже, а о предупреждении о том, что здесь водятся пумы. А второе, это уже объявление о пропаже собаки, за которую дают целый 1 000 000 токенов. И все они тоже находятся на этой локации. Вот здесь прямо посреди леса сидит пума, а сверху сидит наша пропавшая собачка. Ладно, собачку мы нашли, теперь где хозяин, который даст мне 1 000 000 токенов?
Еще одно интересное место, куда вы можете посадить своих персонажей, это школьные шкафчики в локации школа. Очень странно, как персонажи туда вообще залезают, ну ладно. А вы замечали, что если на этой локации поставить персонажей на победные места, то будут издаваться звуки? В парке тоже есть такие победные места для домашних животных, и если туда кого-нибудь поставить, то с неба посыпется конфетти, тоже вместе со звуком. А давайте попробуем в локации фестиваля овощей вырастить тыкву. Ну вот только посмотрите, какая малюсенькая она вырастает. Но я знаю, как сделать так, чтобы она выросла в 2 раза больше. Нам нужно использовать секретку на этой же локации и сделать красную луну. И теперь просто посмотрите, какая огромная тыква у нас выросла. Она же увеличилась в 2 раза. Давайте еще что-нибудь попробуем посадить. Например, картошку и острый перец. Нет, ну вы только посмотрите на их размеры. А такую картошку вообще можно целый год есть, по сравнению с маленькой. Я думаю, вы знаете, что в джунглях растут мухоловки. Но знали ли вы, что им можно дать абсолютно любой фрукт и просто покормить? Кстати, такая же мухоловка есть в торговом центре. Она тоже может поесть, ну и также вы можете взять ее к себе домой. В локации Дом творчества на стенах можно найти много разных надписей и рисунков. А я на 2-м этаже в лифте нашла вот такую наклейку с надписью Nimbus. И мне это очень напомнило название метлы Гарри Поттера Nimbus 3000. Я не знаю, действительно ли это отсылка к Гарри Поттеру, но, по крайней мере, такая надпись тут есть. Я думаю, вы 100% замечали в игре вот таких вот чудиков. Они не похожи на персонажей или монстриков, которые есть в игре, так откуда же они взялись? Оказывается, что это отсылка к прошлым играм Тока Бока, и все эти персонажи именно оттуда. Например, чудики из ресторана есть в игре Тока Kitchen. А в этом доме можно заметить картину с надписью Band и вот такого чудика. Он тоже из старой игры, и оказывается, что Band — это его музыкальная группа, в которой он был солист. И таких отсылок на старые игры Тока Бока очень много, так что если вы нашли еще какие-то, обязательно делитесь об этом в комментариях. Как вы знаете, в этом магазине есть такой автомат, в котором можно выбить разные игрушки, конфетки, ну или диски. И если вы могли заметить, то все игрушки из этого автомата тоже отсылки на старые игры Тока Бока. Но сейчас не об этом. Нам нужно выбить только вот такой черный диск из этого автомата. Вставляем его в любой телевизор и можем заметить здесь вот такую страшную картину, где стоит девушка с фонарем. И эта девушка живет прямо возле стен магазина. Без понятия, что она делала в этом фильме, но теперь вы знаете, что она живет здесь, и у нее даже есть 2 сына и муж. Ну что ж, солнышко, вот такое видео у меня получилось. Очень надеюсь, что оно вам понравилось, и самое главное, надеюсь, что вы узнали что-нибудь новое. А если вы знаете еще какие-нибудь секреты, отсылки, лайфхаки, удивительные вещи, которые мы не замечаем в Тока Бока, то обязательно поделитесь об этом в комментариях, мне будет очень интересно почитать. И если таких комментариев будет много, то я обязательно сниму 3-ю часть. Ну и, конечно, постараюсь найти что-нибудь еще такое интересненькое. Ну а на этом все, солнышко, большое спасибо, что ты досмотрел мои видео до конца. Не забывай смотреть мои другие видеоролики, ведь они тоже очень интересные. Я всех очень сильно люблю, и всем пока-пока!